Всем привет! В этом видео расскажу вам о том, как мы готовились к музыкальному фестивалю Songstorm. Songstorm — это музыкальный фестиваль, который проходит недалеко от Эр-Рияда в Саудовской Аравии. На нем выступают как западные исполнители, так и местные диджеи и артисты. На Songstorm есть несколько интересных локаций. Во-первых, это огромная главная сцена Big Beast. В этом году на ней построили огромные экраны, я не знаю, наверное, метров 50 в высоту и в ширину метров, наверное, 150, а то может быть и больше. Во-вторых, это вторая сцена Down Beast, которая вмещает в себя поменьше зрителей, и сама сцена не такая огромная, но на ней тоже в этом году, например, выступили 30 Seconds to Mars и звезда прошлых лет Akon. В-третьих, это Dance Tent, то есть саудиты построили огромный ангар, в котором разместили несколько экранов, и там, например, в этом году выступал Дэвид Гетта со своими треками, под которые, собственно, люди танцевали. Собственно, для этого и предназначена сама площадка. И последнее — это зона underground, на которых выступали в основном местные диджеи со своей техно-музыкой и другими танцевальными треками. Вдалеке можно видеть огромную сцену, самую большую, это Big Beast. Огромная сцена, которая высотой, не знаю, метров 50. Она немного иначе сделана, чем в прошлом году. Сейчас огромные экраны плоские. Тогда были несколько штук совмещенных полукругом. Посмотрим, когда она будет готова, посмотрим, как это будет выглядеть. Но уже довольно захватывающе. За моей спиной находится вторая сцена Down Beast, она называется. Она гораздо красивее оформлена, чем в прошлом году. В прошлом году это была просто сплошная LED-панель, вот так вот заходящими в бок краями, да. Просто сплошная стена LED LCD-панелей, на которых показывают артистов, клипов и так далее. Сейчас оформили вот такой вот полуаркой, и это довольно круто выглядит. За моей спиной находится зона танцевальная underground не знаю, что это, как можно еще назвать. В прошлом году эта зона была оформлена целиком из зеркал. Сейчас же они сделали вот такие вот черные треугольные штуки, как будто это записывающая студия. Посмотрим, как это будет выглядеть ночью, пока мне нравится. За моей спиной находится арена. Даже, наверное, можно назвать колизеем. В этой зоне будут танцевать люди вот по округе, а на балконах, которые видно сейчас, на балконах будут смотреть люди и тоже танцевать, конечно. То есть это отдельная зона для чуть подороже билет. В этой зоне довольно прикольно дымовая подсветка была, подсветка с дымом, а еще иногда пускали огонь в прошлом году. Посмотрим, что будет в этом. За моей спиной огромная сцена, на которой запустили рок-концерт. Не знаю, что это такое, это Рамштайн, наверное. Но здесь тоже одна из андеграунд-зон. Скорее всего, здесь будут диджеи. Скорее всего, здесь будет попса. А может быть техно, скорее всего, наверное, техно. Это выполнено в виде какой-то такой большой арены, на которых видно балконы. Люди могут тусоваться. Я вот вижу отсюда, что там есть прям диваны с папоротниками. Но довольно прикольно, как там будут проводить время гости. За моей спиной находится еще одна андеграунд-зона. Здесь были в прошлом году истуканы. Сейчас поставили вот такую вот бетонную конструкцию. Не знаю, что это означает. Посмотрим, какую подсветку для нее выберут в этом году. На площадке будут вот такие вот станции воды. Можно будет поднести свою бутылку и наполнить водой. И это все бесплатно, включено в стоимость билета, так что пользуйся, кто хочешь. Я надеюсь, что меня видно. Вроде бы видно. Я был вынужден поставить камеру на пол и направить ее чуть-чуть вверх, чтобы захватить всю площадку. Видите, за моей спиной находится Dance Tent. Это специальный ангар, построенный здесь, внутри которого можно видеть экраны, на которых будет какое-то изображение под светомузыку. За моей спиной находится сердце площадки фестиваля. Это, во-первых, это огромный логотип Middle Beast, знак того, чтобы показать, кто здесь хозяин. А во-вторых, если быть серьезным, то здесь в виде круга
находится чил-зона, в которой люди тоже могут поесть, потусоваться, отдохнуть. Здесь искусственная трава, здесь искусственные... В этой зоне находятся бургеры, еда, напитки и так далее. То есть люди могут здесь тоже отдохнуть. Здесь далеко какие-то зоны, главная сцена, вторая сцена. Здесь далеко от этого места. Здесь, конечно, тоже будет играть музыка во время шоу. Но это, конечно, будет гораздо тише. Это будет такая фоновая музыка. Что-то из вроде попсы или техно, не знаю, посмотрим. В общем, здесь могут люди отдохнуть. Для VIP гостей с балконов, которые тоже, собственно, для VIP гостей, доступны вот такие вот зоны, которые находятся за моей спиной. Перед вами VIP-боксы, в которых элитные гости могут снять отдельную комнату и потусоваться в компании своих друзей. Вот в этом помещении, которое смотрит тоже на сцену и находится от него слева, в этом помещении, говорят, расположена королевская семья Саудовской Аравии. От него, от этого помещения идет отдельный такой мост к главной сцене. И теоретически либо артисты королевской семьи могут зайти, либо королевская семья может пойти за сцену рядом к артистам. Подозреваю, что все-таки первое. Обедами нас кормят. Можно выбрать. Я выбрал мясо. Вот на таких багги мы передвигаемся. На наш департамент тоже выделена парочка штук. Также для работников, для части из них предусмотрены вот такие вот скутеры. В рамках подготовки к Soundstорм'у наша команда делала довольно много разных вообще активностей, включая, например, подготовку сканер-девайсов, которые стояли на специальных стендах и которые позволяли сканировать людям, посетителям, их браслеты с RFID датчиками. Чингис, расскажи, как тебе работается на проекте в целом, чем ты занимаешься, что делал сегодня, ну и какой болью ты столкнулся сегодня? Так, во-первых, кем я работаю? Я тимлид QA инженеров в команде, но нас не так много. Пока я здесь один. То есть, да. Сам себе начальник? Да. Что мы сегодня делали? Мы, получается, билдим стенды, RFID стенды для того, чтобы люди могли своими браслетами сканить и проходить в нужные для них зоны. Вот Максим тоже сегодня собирал полностью. Ну, то есть никто не знал, что мы это будем делать, но вот такой никто сюрприз. Никто не знал, что это такое, но... Да, примерно так. Вот. Я сейчас сижу, собираю схемы, напоминает чем-то универский проект, как будто ты подсоединяешь все эти схемы, провода и контроллеры, и в итоге это все работает. Вот так круто. Вон, сними Пауло. Сейчас, чуть позже. Да. Какая самая тяжелая часть? Тяжелая? Да, в принципе, все нормально. Тяжело это просто одно и то же делать много раз. Нам надо таких 30 штук собрать. Вот, наверное, вот этот, наверное, самый тяжелый поинт в этом. Понятно. Ну, сейчас вот мы едем кушать. Я сижу в машине, жду, вот когда Максим и вот мой коллега Пауло сядут в машину. Ты включишь Night Call Ковинский? Обязательно. За неделю до Soundstорм'а нам нужно было сделать следующее. Во-первых, поставить эти самые установленные и собранные сканер-девайсы. Да, мы их собрали, стенды готовы, но теперь их нужно где-то разместить таким образом, чтобы и гостям было удобно, и при этом их никто не сбил. Поэтому это включало не только установку стенда в асфальт, чтобы он не шатался и был довольно стабилен, но, во-вторых, еще и прокладку кабелей. К счастью, кабель питания и он же кабель интернет за нас провели другая команда, но нам поставили в нужных местах на карте, на локации. Нам поставили эти стенды, оставили эти провода, и дальше уже наша работа. То есть, где стенд поставить, каким образом его разместить и каким образом спрятать кабель так, чтобы он был подключен к девайсу и при этом не мешался гостям и никто его ногами не сбил. Сейчас очередной день нашей подготовки. Сегодня среда, завтра уже мероприятие. И мы сейчас как раз развозим вот такие вот уже собранные девайсы. Вот такие вот уже собранные девайсы. Мы развозим вот на такие вот стенды. Есть несколько штук по карте. Где-то по 2 даже стоит.
Собственно, моя задача сейчас их развести, прикрутить и отставить уже до мероприятия. И вот стенд готов. Вот он, такой красивый. Сейчас ребята на моем фоне занимаются установкой RFID-девайсов, RFID-стендов в тех местах, где будет самое большое скопление людей. В этих местах мы ждем, что люди будут переходить из зоны в зону, и нужно будет проверять доступ. Мы, наша команда, ответственна за то, чтобы установить их там, где нужно, и так, как нужно. Нам обеспечили кабели с интернетом и энергией для девайсов. Нам не нужно будет вставлять 2 провода, а только 1. И мы сейчас будем, собственно, по разным точкам феста ставить эти стенды, прикручивать к земле, закреплять их и организовывать кабеля так, чтобы они не мешали людям и не были порваны. Вторая большая задача, которой мы занимались в рамках подготовки Soundstorm, это проведение тренингов. Научить людей пользоваться нашей системой должны были по 2 направлениям. Во-первых, это люди, которые с мобильным приложением и с мобильным девайсом сканировали билеты и пропускали людей дальше. Была часть людей, которая занималась только сканированием и пропускала дальше, а был такой тип билет, который подразумевал выдачу RFID-браслета, и там тоже мы должны были научить, как, собственно, выдавать, как сканировать и что человек должен делать дальше, как эти люди должны научить кастомера вести себя на входе. Вторая группа людей, которые работали с нашей системой, это люди в Resolution центре. Resolution Center – это будка, в которой находится от 5 до 6 человек плюс супервайзер, и которые занимаются решением проблем кастомеров. То есть, когда у кастомера возникает какая-то проблема и он не может пройти на мероприятие, то он в первую очередь идет в Resolution Center, и там уже выясняем, что произошло с билетом, человек нас пытается обмануть или это проблема на нашей стороне. Сейчас за моей спиной проходит тренинг уже других ворот. Ребята немного задержались, но ничего, мы впустую время не затратили и записали для вас парочку смешных видео. Эй, Бьюти. Что, Тахмина, иди сюда. Пойдем. Что сказать? Давай я послушаю тебя. Как? Давайте. Не, ну мне тоже пока нечего. Ты начни просто. Можно? Можно? Да мы вдвоем. Давай. Бежать просто, типа как. Давай. Хорошо, ребята. Давай. Что вы думаете? Окей, ребята. Давай. Кадры Передаю вниз. слово моему коллеге. А подожди, не передавай слово никому. Подожди. Я могу вот этот, который внизу стоит, типа для него. Маленького. Вообще за счет своего юмора мы тебе блог вытаскиваем. Да. Я своего достаточно. Будет 5 лайков в этот раз. В кадре у нас Чингис и Тахмина. Чингис, Тахмина, скажите, что мы тут делаем и зачем мы тут собрались? Да. Вот. Как бы приехали сюда. Вот. Ждем ребят. Ждем ребят, Да. которые должны приехать. Ну, местные пацаны. Они подъедут. Да, спасибо. Моя коллега Тахмина. Мы ждем ребят, которых будем тренировать. Show Days. Вот, будем объяснять им, как пользоваться сканерами. Вот, все остальные тоже, вот, ребята ждут. Мы просто ждем, мы кайфуем пока. Погода градусов 22. Да. Подожди, погоду я О погоде она говорит. Да, я передаю. И дальше о погоде. Спасибо. Ты мне вот сюда поставишь этот облако сегодня. Как вы можете наблюдать здесь и здесь. Завтра будет облачно. Здесь вы будете наблюдать дожди. Показывай, не подходи к этим облакам. Вот я показываю. Показывай. Да, тут должна быть погода. Что еще я могу сказать? Скажи, с какими проблемами ты столкнулась? Передаю коллеге своему. Сейчас новости спорта. Пожалуйста, коллега. По поводу спорта, да. Значит так, недавно состоялся титульный бой, предтитульный бой по UFC. Наш казахстанский боец Шавкат Рахмонов победил
решением судей. Это был его первый бой, да, где он победил решением судей. До этого он побеждал чисто за счет нокаутов, за счет сабмишенов, да. Вот, ну, в общем-то, все, да. Спасибо, ребят, удачи, пока. My name is Robin. What about Batman? Left him at home. I'm designer, UX UI. First Soundstorm here. Came with my friend Maxim. That's me. Okay, what do you do for Middle Beast? I do design for ticketing platform. How is your expectation before Soundstorm? A lot of people, like Braveheart. Okay, any wishes, any suggestions for our viewers and followers? Nothing much. Drink water Be kind. and be kind, and that's it. So I'm a QA engineer, and yeah, I'm helping out here on site in preparation for Soundstorm 2024. It's my first time here, so it's a very interesting experience. A very large location, a lot of people involved. It's my second time. Yeah, I've been to Jeddah. Riyadh's definitely bigger. It's very busy, crazy traffic. Weather is a little bit different every day. Sometimes hot, sometimes cold. Never know what to expect. That's why it's like 20 degrees, but I'm wearing a jacket. Any expectations from the show? What kind of headliners do you want to listen to? Definitely Eminem and maybe Linkin Park, even though I haven't listened to them in a while. But yeah, definitely looking forward to Eminem, and I hope that everything goes smoothly from our side and we do not disappoint him. You know, We will try. stay hydrated. You know, stay hydrated, stay warm, don't get sick. Yeah, like and subscribe. Yeah, hello, I'm Lilith. I'm doing a UI UX job in Middle East. First time in Saudi Arabia. It's cold here. So I'm not sure if you, Maxim, you are going to put us in your videos, but good luck with your blog. And people should subscribe to your blog. Thank you. Это были далеко не все задачи, которыми занимались в рамках подготовки за неделю до мероприятия, но я показал вам основные такие глобальные. Music festival in the Middle East. Enjoy performances by world-famous artists. Explore variety of food offerings, from burgers to upscale bites. Experience the local street art shops and much more. Remember to stay hydrated and have a beast of a time. Don't forget to have valid ticket ready to be scanned. Первый день Сауншторма начался. Мы открыли ворота, сканирование пошли успешно. Прямо перед Саундштормом пришлось немного попотеть с подготовкой, финальной подготовкой. Где-то девайсы были не настроены правильно, где-то нужно было провести еще один владельный тренинг, где-то еще проинструктировать людей, но в принципе мы начали. Будем ждать, смотрим сейчас на нагрузку, посмотрим, как это все проходит. Я смотрю, что сейчас на JV, на моих воротах, собственно, проходит все более-менее гладко. Сейчас посмотрим по резолюшн центрам, по сообщениям. Может быть, там придется побегать, но что поделать.
Удивительно, насколько контрастна здесь погода в Саудовской Аравии. Вот, казалось бы, сегодня днем мы, в принципе, было нам комфортно гулять в майках под солнцем. Солнце грело, ветер, конечно, холодный дул, но солнце пригревало и было очень комфортно в майке. А вот сейчас, в час ночи, мне довольно холодно в этой куртке. Это пуховичок, это под ней флиска. Довольно чувствуется холод. Очень резкий контраст. Вроде как все спокойно, но с другой стороны, как чувствуется какое-то напряжение на воротах. Люди с девайсами, которые сканируют, устали, security устали, а толпа немного уже подвыпила. Вот она и почва для конфликтов. Иногда на гейтах закрывают часть ворот и отправляют людей на небольшое количество линий, чтобы контролировать лучше проходы и сосредоточить security в том числе. Во время мероприятия моя задача была сидеть и мониторить ситуацию и решать какие-то проблемы и учить людей в Resolution центре, как решать эти проблемы на одних из ворот, предназначенных для General Admission. То есть это самый базовый тип билета. К счастью, во время мероприятия было не так много технических проблем, но все, которые возникали, мы довольно быстро решали. Среди типовых проблем, с которыми мы сталкивались, это, во-первых, обман человека в нас. То есть человек дал другу своему возможность залогиниться с помощью его аккаунта, и друг уже прошел, а тут приходит клиент и говорит, что я вот только что попытался, меня не пропускают, пожалуйста, пропустите меня на мероприятие. Таких людей мы, конечно, не пропускали. واستكشفوا الفنون المحلية وخيارات التسوق وغيرها الكثير ولا تنسوا شرب الماء باستمرار وقضاء أوقات رائعة. يرجى تجهيز التذاكر سارية المفعول ليتم التحقق منها. The Soundstorm 2024 gates are now open. Are you ready for the biggest music festival in the Middle East? Enjoy performances by world-famous artists. Explore a variety of food offerings, from burgers to upscale bites. Experience the local street art shops and much more. Remember to stay hydrated and have a beast of a time. Don't forget to have valid ticket ready to be scanned. Сегодня у нас последний день Саундшторма. Он еще не открылся. Через 2 часа будет открытие ворот. Я сейчас нахожусь как раз-таки на западных ворот, там, где я должен, собственно, быть дежурным. Ждем открытия. Пока что собираются. Сейчас, после того, как я запишу вот это вот видео, я проверю сканирование билета, что сегодня именно нужная зона сканируется с нужным временем. И можно будет просто ждать людей. Первое время посмотрим, как идет сканирование, все ли успешно. Если нет, будем решать проблемы. А потом мы решили с командой пойти потусоваться уже в зоне Front of House, где-нибудь собраться, поужинать на месте, посмотреть концерты, послушать музыку, в общем, провести время вместе, потому что мы все-таки видимся раз в год. Вчера был довольно напряженный день, но он по сравнению с первым днем был гораздо спокойнее в плане, было меньше проблем, все проблемы были уже как-то обработаны, пути их решения были уже определены, поэтому ребята на Resolution центрах, они довольно хорошо справлялись, и мне это очень нравится. То есть мне не нужно было сидеть 24/7, я посмотрел, что они в принципе справляются типовыми задачами, не типовыми, мы решали это уже по WhatsApp, и таких кейсов было довольно немного. Я могу сказать, что одним из таких, люди, которые хотят получить билеты, очень прям креативны. То есть они приходят, они жалуются, говорят, что вот мой друг прошел, я не прошел, пустите, например. Но это ладно, это базово, это simple case. А вот бывают люди, которые приходят, что мой билет не сканируется. Почему? Что дело? Приходят, смотрим, а там на самом деле была попытка на одном сканер-девайсе просканировать этот билет, и она была успешна, то есть человек прошел. А на другом уже сканер-девайсе она не успешна, логично, потому что билет уже был воспользован. Это, скорее всего, 2 друга просто шарят один аккаунт NoFOMO приложении и пытаются зайти. И второй играет нам в дурачка и пытается развести на билет, бесплатный билет. Я ожидал это от GA. Все, окей, как бы базовый типа билет.
Но вчера были две девушки, которые приехали и пытались объяснить, что они приехали на Uber буквально вот 5 минут назад. Пустите их, почему-то вот у одной из них билет сканируется, и она уже была с браслетом, а у другой не сканируется. Почему? Выясняем. Билет был просканирован 40 минут назад, к тому моменту был на других воротах совершенно. Пробуем билет, смотрим. Подруги, у которой есть уже браслет, он был просканирован, 5 минут к тому моменту. И фейлинная попытка неуспешная просканировать у первой тоже 5 минут, плюс-минус одинаково. И они пытались нас убедить, что это мы виноваты, кто-то украл у них билеты, а все выглядит абсолютно таким образом, чтобы кто-то из них сосканил билет, получил браслет и прошел внутрь на тех воротах, где VIP-гости проходят, а потом 40 минут в течение шел вот к этим воротам, и теперь перед нами разыграли спектакль. Они довольно настырно это все делали, прям продолжали, убеждали, кому-то звонили, не уходили. Ну ладно, окей. Самое забавное, что спустя минут, наверное, 20 мне написал наш тимлид, спросил, а вот этот e-mail случайно не пытались у вас получить билеты? Вот, и описал кейс один в один. И я говорю, да, действительно, это тот же e-mail. И оказалось, что эти две девушки каким-то образом вышли на команду разработчиков тикетинговой платформы через работника MiddleBeast и попытались, собственно, решить проблему, но, естественно, у них ничего не получилось. Еще один кейс забавный. Очень много людей, прям очень много людей, я даже не знаю, вот в чем причина, как это происходит, но почему-то люди здесь живут со временем, которое, я понимаю, что человек может прилететь откуда-то, там у него на час, там 2-3 разница, и он живет, как бы не меняет, автоматически не устанавливается. Окей, это, я понимаю, как может это произойти. Но тут люди многие живут, у них время на телефон установлено на 5 минут вперед, на 5 минут назад. 2 минуты разница. Почему так происходит? Вообще непонятно. Почему мы выявляем такие вообще проблемы? У нас билет, для того, чтобы его нельзя было просканировать дважды, он у нас динамически обновляется каждые 20 секунд. И это время, собственно, код, там зашита функция TOTP, которая зависит от текущего времени девайса, и оно должно совпадать с текущим временем серверным секунда в секунду. Это время, собственно, при генерации на телефоне не совпадало с серверным, оно было на 5 минут вперед или назад. Генерился код, он валидный для того времени, но тем не менее он был невалидный для текущего момента. И бэкэнд, естественно, выдавал неуспешный результат. Люди приходили, жаловались, что происходит. И мы это только выясняли, поняли, что, оказывается, такая проблема существует, когда на это стали обращать внимание, потому что время на телефоне – это вообще, наверное, не первое, на что ты обращаешь внимание, но, оказывается, вот такое вот здесь происходит, и это довольно забавно. Выяснили, определили процедуру, объяснили ребятам, что обращайте внимание на это время и говорите, устанавливайте время автоматически. Довольно забавно. Hi, I'm Yannick van Elsweer. I work with November 5. So November 5 is in Antwerp, but I am based in Dubai. And with MiddleBeast, we are very actively working on the NoFOMO app, which is, of course, what is being used for the people to enter the festival. What is the most weird stuff you faced here related to applications, or probably not only applications, but any funny story, any weird stuff that you really unexpected? Yes, so I heard in the past with the PDF tickets that people tried to cheat, and of course I expected now with the e-tickets that they couldn't necessarily cheat, but then you see a lot of people finding excuses where they say like, hey, I forgot my phone in the car, or my brother has my ticket. They find all weird of excuses. Even someone like showed me like a picture of him claiming he was a prince, asking me for a ticket. So I think that was kind of funny though. The guy letting some people in without scanning. I'm like, how come? Police told me that you have to let them in. I'm like, who's the fuck the police guy? And I'm like, I was talking to police guy like, who are they? He's like, I don't know. I'm like, stop these guys. Where is your ticket? And he is showing South Storm 23. Like, last year. We had the same case. Yeah. People was showing the South and he was like, Wallah, I bought it like a few minutes ago. Habibi, come on.
Таким был Soundstorm. Вот таким вот был Soundstorm. Я постарался показать вам все, с чем мы, как команда разработчиков, сталкиваемся, с какими проблемами, с какими вообще событиями мы сталкиваемся и что готовим для кастомеров, для клиентов, для посетителей фестиваля, которые приходят потусоваться. Любой проект — это люди, которые над ним работают, и мы отлично сработались, отлично вы сделали свое дело, и я думаю, ни один посетитель фестиваля вообще не заметил, что что-то происходило не так, а, как вы могли заметить, очень много что может пойти не так и обязательно пойдет не так по закону Мёрфи. Надеюсь, что вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь и все такое. Just say хорошо. 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 Экстра хорошо.